Хлопок на Лубянке. В Москве произошел взрыв возле штаб-квартиры ФСБ. Успешные контратаки. ВСУ отбили несколько сел. Российская Федерация не выпустила по Украине ни одной ракеты, но миром не пахнет. Критикуете, мы вас закроем. Еще один президент собирается лишить лицензии неугодные СМИ. Российские спецслужбы и здоровье Лукашенко. Кто хочет смерти диктатора? Илон Маск исчез из инфополя, но неудачи продолжают его преследовать. Очередные капризы погоды. Снег в августе заказывали? И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Очередной хлопок газа в России, но место и жертва нетипичные. Взрыв произошел на улице Лубянка, той самой, на которой находится самое высокое здание в России, из которого видно Магадан. Иными словами, громыхнуло в самом центре российской столицы, возле штаб-квартиры ФСБ. Все случилось в магазине «Детский мир», но пострадавшим оказался высокопоставленный чекист. По данным российских телеграм-каналов, 55-летний Алексей Титов, занимавший руководящую должность в Федеральной службе безопасности, получил тяжелые травмы ног и был введен в искусственную кому. Официальные СМИ сообщают о хлопке баллона с газом для шаров. Но детали остаются загадкой. Следственный комитет возбудил уголовное дело, не уточнив статью Уголовного кодекса, а видео последствий взрыва вдруг исчезло из канала Департамента здравоохранения Москвы. Вопросов все больше. Было это ЧП или акция возмездия? Что думаете? Пишите в комментариях. В ночь после Дня независимости Украины российская армия не выпустила по соседке ни одной ракеты. Но на этом хорошие новости заканчиваются. Зато агрессоры применили свыше сотни ударных БПЛА типа «Шахед» и беспилотники-имитаторы разных типов. Силы ПВО сбили или подавили 76 дронов из 104. Зафиксировано попадание 28 вражеских беспилотников в 15 локациях. Падение сбитых БПЛА еще в 4. Главной целью стала Сумщина. Тут было не менее 10 попаданий, удары пришлись по жилым и социальным объектам. Предварительно жертв нет, но информация о возможных пострадавших уточняется. На месте каждого попадания вспыхивали пожары. Досталось и Запорожской области. Тут били кабами. В результате ударов захватчиков повреждены дома, линии электропередач и газоснабжения. Украинские защитники тем временем перешли в контратаку и вернули под контроль 3 села в Донецкой области. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ на своей странице в Фейсбуке. Наши войска успешно контратаковали и зачистили от врага села в Донецкой области Михайловку, Зеленый Гай, Владимировку. Александр Сырский отметил, что ситуация на Покровском направлении остается непростой. Противник сосредоточил на этом участке фронта свои основные усилия, но мы должны держать линию. Помощь в организации боевых действий будет оказана. Главнокомандующий заверил, вопросы с боеприпасами, дронами и средствами РЭП уже решены. Еще одной приятной новостью поделились в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Подразделения «Артан» и 2-го штурмбата 3-й штурмовой бригады восстановили контроль над Новомихайловкой в Донецкой области. Наши флаги возвращаются туда, где и должны быть, заявили в ГУР. Операция стала полной неожиданностью для российских захватчиков. Они потеряли около роты личного состава и были вынуждены срочно перебрасывать резервы с других участков фронта. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Украинские дроны сделали перерыв в ночь после Дня независимости страны и не наносили новых ударов по важным объектам страны-агрессора. Но российским пожарным хватает работы после предыдущих атак. Исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь вынужден был признать, пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов продолжается 5-й день. Все, что удалось МЧС, частично сократить площадь возгорания. Ситуация остается напряженной. Завод, ориентированный на
на экспорт и перерабатывающая до 5 миллионов тонн нефти, производит только прямогонные фракции топлива, для внутреннего рынка не выпускается. Несмотря на это, последствия пожара могут отозваться далеко за пределами региона. С начала августа атаки украинских БПЛА обрушились на 7 российских НПЗ. Части из них были вынуждены частично или полностью остановить. Но скоро к дронам могут подключиться более серьезные птички. После недавней презентации «Фламинго» Украина впервые показала длинный «Нептун». Это настоящий прорыв. Киев официально представил дальнобойную модификацию крылатой ракеты Р-360 «Нептун». Ракета способна поражать цели на расстоянии до 1000 километров. И это совсем другой уровень возможностей. Хотя о ее разработке стало известно еще в ноябре 2023 года, до сих пор ни одного официального изображения не публиковали. И вот ракета впервые появилась на видео на официальном аккаунте госпортала «Сброя». Как отмечают эксперты Defense Express, этот «Нептун» не только длинный, но и толстый. Ракета заметно больше в размерах, что подсказывает, что она не только полетит дальше, но и взрывчатки понесет больше. В общем, в сочетании с «Фламинго», способной лететь на 3000 километров и нести боевую часть массой в тонну, вооруженным силам Украины будет чем удивить агрессора в ближайшем будущем. На фоне постоянных слухов о плохом самочувствии самопровозглашенного президента Беларуси Александр Лукашенко заговорил о своей смерти сам. Диктатор намекнул, ждут его кончины не только оппоненты, но и друзья. Наши иногда беглые об этом подписывают. А Лукашенко нет, день, все, умирает. Он больной, он умирает. И вижу, мне доложили об этом некоторые уже спецслужбы тут, в том числе дружественно прощупывают. А как здоровье президента? Шпионов, каких именно друзей имел в виду Лукашенко, он не раскрыл, но догадаться нетрудно. И, как обычно, в словах диктатора не было, ни капельки лжи. Вот недавно я первый раз в своей жизни за 2 дня прошел полное медицинское обследование. 2 дня. Что они только не творили со мной. И даже в мозги залезли. Все просветили. И вот некоторые спецслужбы, вот о здоровье, читают же интернет, там что умирают. Популисту, который в 94-м обещал белорусам покончить с эрой правления 70-летних, теперь самому 70. И даже придворным СМИ все сложнее скрывать тремор рук и головы, проблемы с лишним весом и ногами. Независимые источники пишут о целом букете болезней, хотя ранее мать младшего сына диктатора Ирина Абельская, возглавляющая спецклинику для лукашенковской элиты, намекала, что главный ее пациент имеет шансы дожить до 82-84 лет. Как думаете, дотянет? А мы? Пишите в комментариях. Очередному президенту не нравится, как его деятельность освещают некоторые медиа. В данном случае телеканалы. И у этого руководителя рука тянется к выключателю. Только речь не об очередном диктаторе, а о лидере страны, которую все привыкли воспринимать как символ свободы слова. Дональд Трамп обрушился на 2 крупнейших телеканала США. Несмотря на очень высокую популярность и, по мнению многих, один из лучших 8 месяцев в истории президентства, ABC и NBC Fake News, 2 худших и самых предвзятых канала в истории, передают обо мне 97% плохих новостей. Президент-республиканец обвинил эти телесети в работе на своих политических конкурентов. Если это так, то они просто рука демократической партии, и, по мнению многих, Федеральная комиссия по связям должна отозвать у них лицензии. Я бы полностью поддержал это, потому что они настолько предвзяты и неправдивы, что представляют собой реальную угрозу нашей демократии. Заткнуть рот оппонентам, что может быть лучше для демократии. Как считаете? Пишите в комментариях. Неприятности продолжают преследовать Илона Маска. В данном случае речь о его космическом детище. Компания SpaceX в последний момент отменила запуск своего космического гиганта Starship. Причина – технические неполадки в наземных системах. Это уже 10-я попытка запуска. Предыдущие 9 завершились неудачами, 4 – взрывами. Илон Маск мечтает запустить Starship на Марс уже в следующем году, но пока у гигантской ракеты высотой 123 метра не сильно получается оторваться от Земли. Дата нового старта неизвестна.
В ночь на 25 августа Львов буквально шокировал синоптиков. Температура воздуха упала до 4,3 градусов Цельсия. Это рекорд, который держался почти 6 десятилетий. Предыдущий минимум, зафиксированный еще в 1964 году, был плюс 6,2 градусов Цельсия. Это еще не все. Уже накануне вечером в Карпатах выпал снег. Август превращается в настоящий климатический сюрприз. А в это время в Казахстане совсем другой прогноз. В страну возвращается аномальная жара. Температура в южных и центральных областях будет подниматься до плюс 40 градусов. А во многих районах зафиксирован наивысший уровень пожарной опасности. Вместе с тем в Алматы, Шымкенте и еще 16 районах страны объявлено штормовое предупреждение. А еще говорят, что у природы нет плохой погоды. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера, до новых встреч и хороших вам новостей.